Всем привет! Замена масел и обслуживание лодочного мотора Honda 20. Мотор 2003 года. Никаких проблем с ним нет. Вода в редуктор не поступает. Только за время зимнего хранения закисли резьбы струбцин и не крутятся. Будем это исправлять, но для начала запустим двигатель и проверим его работу. Проблем в работе мотора мы не обнаружили, поэтому приступаем к замене масла. Для замены масляного фильтра нужно снять одну половинку пластмассового корпуса. Она держится на 5 винтиках. Откручиваем винт для слива масла с двигателя, сливаем масло. Рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 моточасов. Рекомендуется менять масляный фильтр каждые 200 моточасов. Заливаем новое масло в маслозаливную горловину. Необходимо залить около 1 литра. Главное перед этим не забыть затянуть винт слива масла. Заливаем, проверяем уровень. Масло в редукторе рекомендуется менять каждые 100 моточасов. Но перед каждым хранением рекомендуется проверять масло на отсутствие воды. Откручиваем нижний сливной винт и откручиваем верхний винт уровня. Когда старое масло сольется, заливаем новое масло через нижнее отверстие. Через нижнее мы сливаем и через нижнее заливаем. Продаются специальные насосы для закачки масла в редуктор. Либо можно приобрести масла в специальных тюбиках. Масло идет снизу вверх, вытесняя весь воздух. И как только мы увидим масло в верхнем отверстии, значит редуктор залит по уровню. Закручиваем верхний винт, затем закручиваем нижний винт. Немного масла может вытечь из нижнего отверстия, в этом ничего страшного нет. Какие масла можно лить в двигатель и редуктор? Если нет возможности заливать фирменные масла, допускается использование любого другого масла, которое соответствует вязкости и классификации. Для нашей Honda рекомендуется масло в двигатель вязкостью 10-30, а в редуктор трансмиссионное масло 80-90. Для проверки состояния водяной помпы необходимо снять редуктор. Включаем заднюю передачу, прокручивая гребной винт. Откручиваем гайки на тяге переключения передач, верхняя и нижняя тяга не должны быть соединены. Откручиваем все болты крепления редуктора, в нашем случае на Honda 20 их 5 штук.
резьбы закисли, мотор ходил по морской воде, поэтому приходится греть ногу, разогревать корпус, чтобы мы смогли спокойно открутить болты и не сломать их. После откручивания всех болтов мы аккуратно постукиваем по редуктору, он сидит на направляющих. Главное не стучать по тонким местам и пластинам. Смотрим, чтобы на вертикальном валу не было масла. Если присутствует масло, значит пропускает нижний сальник коленвала. Откручиваем 4 болта корпуса помпы, но в нашем случае болты закисли, поэтому мы греем корпус редуктора. Сразу видно, что крыльчатку давно не проверяли. Крыльчатка оказалась в хорошем состоянии, целая, без надрывов, без потертостей, поэтому менять ее мы не будем. Обращаем внимание на состояние стакана, пластины, чтобы не было серьезной выработки. Собираем все обратно. При установке корпуса помпы проворачиваем вертикальный вал по часовой стрелке, чтобы лопасти крыльчатки приняли рабочее положение. Стакан помпы можно немного смазать. Смазываем также все болты и резьбы, смазываем шлицы вертикального вала и резиновое уплотнение трубки охлаждения. Включаем на редукторе заднюю передачу, устанавливаем редуктор. Попадаем в трубку охлаждения и в шлицы коленвала. Нужно прокрутить редуктор за винт или мотор за маховик. Затягиваем все болты крепления редуктора, включаем заднюю передачу на моторе и соединяем тягу. Проверяем, правильно ли мы настроили передачи. На нейтрале не должно быть никаких щелчков и задеваний. Чтобы раскрутить закисшие струбцины, как обычно, греем, прокручиваем туда-обратно резьбу несколько раз, чтобы вычистить ее. Смазываем все подвижные части через ставотницу. Она здесь одна на поворотном механизме. Загоняем смазку до тех пор, пока не выйдет старая грязная смазка и не пойдет свежая. Она должна выйти сверху. Если смазка выходит снизу и не доходит до верхней втулки, нужно разбираться с уплотнением, которое не должно пропускать смазку вниз. На моторах может быть и две тавотницы сверху и снизу, а также могут быть в других местах на других подвижных механизмах.
Мотор работает отлично, никаких жалоб на работу мотора не было. Если наше видео было для вас полезным, ставьте лайк, оставляйте комментарии и всем пока.